Всем привет, народ! И сегодня мы будем разговаривать о нашем самом мега таком проекте, самом популярном, точнее, проекте в Телеграме. Это Telegram-бот Hamster Combat. Очень не хотелось мне снимать видео про Hamster Combat, потому что, такой проект очень странный по отношению к людям. Как это вам объяснить? Я всегда придерживался той политики, что Hamster Combat, не соскамил людей. Тут причина немножечко не в этом, а в том, что невозможно раздать столько токенов, чтобы получили все очень много, когда у тебя комьюнити больше 100 миллионов. Больше 100 миллионов, и поэтому дроп размазался. Если бы было комьюнити сейчас, вот как, допустим, в тапалках там по 5-10 миллионов, а где-то даже по 2 миллиона, то представьте, то та капитализация токена, да, у хамстера, то количество монет, которое было, если бы раздавали на такую аудиторию, то вы бы получили, по факту бы там, может быть, в 20 раз больше. В 20 раз больше. То есть, если я, допустим, получил $35 теоретически с Hamster.com это за полгода, то я бы получил, образно, там $700. Вот в этом вся и суть, что проблема хамстера не в том, что он соскамил людей, а в том, что он не смог набрать капитализацию. И теперь они решили пойти совсем другим путем. Но думаю, такого же хайпа они больше уже словить не смогут. Понятное дело, аудитория у них есть постоянная, но я не думаю, что они смогут разогнать ее опять там до каких-то сотен миллионов человек. Итак, они запустили у нас Hamsterverse. Это общее у них приложение теперь Hamster в Telegram-боте, которое объединяет все их игры. Тот самый, грубо говоря, там гейм-центр, который они хотели создавать, вот он, наверное, потихонечку у нас и начинается. Что у нас сейчас у них по играм там есть? Все это вы, скорее всего, знаете, если вы в хомяка этого играете, но я это показываю вдруг для тех, кто все-таки до сих пор не знает, кто такой Hamster Combat и что это из себя представляет. И здесь мы в ролике немножечко все обсудим, свое мнение выскажу, как всегда. И вот у нас есть тот самый наш хомячочек, в котором вот есть надпись «Снапшот» они сейчас делают, там, где мы с вами добывали алмазы. Алмазы добывали. Покажу сейчас все на своем аккаунте. Здесь, к сожалению, на компьютере здесь не включается. Будем в телефоне это все включать. Вот единственное, что открывается, вот это их приложение основное, общее. Оно открывается вот здесь на ПК. Итак, у нас получается теперь у них 4 игры. Вот это вот межсезонный проект, или как он можно сказать, второй сезон. Не второй сезон, а межсезонный проект. Он у них вот сейчас заканчивается, снапшот. Есть также Hamster Game Dev Hero. Это новая тапалочка от Hamster Combat. Дальше Hamster Combat Fight Club, тоже новая тапалка от Hamster Combat. И Hamster Combat King. Но сейчас Hamster Combat King у нас в закрытом бета-тестировании. А два этих приложения, Hamster Fight Club и Hamster Game Dev Heroes, они у нас в открытом бета-тестировании. То есть до этого только приглашали определенное количество людей. Здесь сейчас могут принимать все участие. Вот это здесь продолжается у нас. И давайте будем переходить, получается, в эти вот два приложения. Зайдем в наш вот этот, где у нас сделали снапшот, у нас основной Hamster, и войдем в эти два приложения. И вот наше то приложение межсезонное, которое мы с вами играли. И здесь мы собирали эти алмазы. Честно вам скажу, вот эти вот игры, которые у нас здесь были, где можно было алмазы по 40 штучек каждый день собирать, я даже не гуглил эти все пароли, не вводил их, не собирал. Единственное, что я делал, тут видосики эти прощелкивал. И карточки. Карточки прокачивал, честно, все, которые были. То есть у меня упущенных карточек 0 абсолютно. То есть все карточки я прокачал. Не прокачал до конца, имеется в виду, а все их именно купил. То есть и у меня сейчас вот, если будут они делать снапшот, маленький очень, скорее всего, баланс, так как я сильно здесь не зависал. Добыча в час у меня 226 алмазов, и вот общий баланс 156 тысяч алмазов. Посмотрим, что нам за это дадут. У меня есть подозрение, что точнее два подозрения, либо они этот наш баланс распределят в виде каких-то плюшек в остальных вот этих своих телеграм-ботах, либо раздадут нам вон те самые удержанные токены. То есть вкладочка у нас вот аэродропа есть. И вот вестинг вот этот вот 459 монеточек, возможно, вот именно нам их и отдадут понемножечку. Вот. Давайте переходим дальше в следующие боты, будем смотреть. Следующий у нас бот это Hamster Combat, вот этот Game Dev Heroes.
И что здесь у нас появилось? Если честно, когда было бета-тестирование закрытое, да, я не смотрел ролики, где люди, которые участвовали там в закрытом бета-тестировании, выкладывали их. Я специально не смотрел, не хотел себе спойлер делать. Мне было интересно просто самому потом зайти и заново вот это все глянуть. Так что для меня это было все в новинку, и я, если честно, ожидания у меня были гораздо больше. Закрытые бета-тестирования, новые игры, там что-то сверхтоповое, особенно все равно слухи где-то проползали, там что-то там, какие-то умения, неумения. И когда вот начал я тут немножечко пробовать играть, если честно, я разочаровался. Здесь еще вот в этом Game Dev Heroes более-менее, а вот именно в Fight Club, что-то очень-очень не очень, я так скажу. И вот, про что я тогда до этого сейчас и говорил, про то, что размазанный дроп на миллион человек, на миллионы, сотен миллионов человек, привел к тому, что все получили очень не очень много. И здесь они пошли другим путем, пытаясь раскачать своего вот этого бота, попробовать добиться тех же самых успехов. Они у нас ввели донатики. Теперь в Hamster Combat у нас есть донатики, и пока эти донатики у нас только за звезды. Не хватает, вот видите, валюты. Если мы перейдем, здесь мы можем покупать золото уже за звезды. А где же обещанные внедрения монет Хамстера в их игровой вот этот центр? Возможно, пока это в разработке, но опять же, говорю же, это открытое бета-тестирование, то есть альфа-версия еще не вышла, по сути, в которую мы уже точно начнем играть, потому что здесь вот все скоро, проект, вот здесь BitQuest, он тоже скоро, и половины нету всего, гонка за фан тоже скоро, и нету ничего. Возможно, вот когда пройдет открытое вот это бета-тестирование, народ попробует все, пощелкает и как раз введут всю вот эту структуру. И здесь мы уже сможем в магазине приобретать все вот эти бусты за именно монеты Хамстера. У меня их чуть-чуть маленечко есть, лежат они, и, не знаю, буду, наверное, пробовать. Все равно снимать же что-то нужно. Комбо, не комбо, начнем, может быть, через пару дней уже потихонечку выкладывать в Telegram-канал. Итак, что у нас? Давайте быстренько пробежимся вообще, что по этой игре. Здесь мы с вами выполняем функцию разработчиков игр разных. Вот здесь готовим к релизу, нажимаем «Выбрать игру», и здесь у нас есть энное количество игр. Я до этого думал, когда смотрел все эти обзорчики, что здесь будет что-то такое, что мы сможем делать, лепить сами, да, что-то выбирать, как-то это все слепливать вместе и типа делать какую-то там игру специальную, да, там, и будет все это разное у всех, будет какое-то море разнообразия, а по факту мы здесь с вами просто выбираем одну из игр из их. Не все просто. Чем дальше в лес, тем дольше они делаются, игры эти разрабатываются. И просто тем самым мы реже заходим, грубо говоря, в самого бота. Нажимаем, да, там, любую игру, аркаду, там, аниме-аркада, начать проект. И все, и погнали. А также у нас здесь есть, вот я пробовал уже, те же самые шифры, да, с азбукой Морзе, которые мы с вами набираем за вот эти вот самые геймпадики, комбо, карточки, которые мы повышаем, которые увеличивают от нас опять же прибыль в час вот этих вот, то есть увеличивают просто прибыль вот с этих игр в процентном соотношении наших вот этих серебряных монет. И здесь их вот 3 вкладки, это разработка, это маркетинг и специальные, еще которых нету пока. Вот их 2 вкладочки, только рабочих. И задание посмотреть видосики, подписаться на группу и все. Пока все, больше ничего такого сверхъестественного здесь нету. Что по поводу этого геймплея? Вот здесь осталась у нас та же самая тапалочка, в которой мы тапаем, грубо говоря, вместо 25 минут мы делаем это чуть-чуточку быстрее. То есть у нас есть там энергия в виде лапок, да, 3000 энергии. То есть, в принципе, ничего не поменялось, вообще ничего. По сути, что было в том хомяке, осталось в этом, поменялся только дизайн. И там мы, грубо говоря, прокачивали просто карточки и тапали хомяка, да. А здесь мы прокачиваем карточки, которые нам не прибыль в час увеличивают, а просто доход вот с этого, из разработки игр. И все. Единственное, что мы включаем только теперь разработку игр. Больше ничего. Единственное, что еще добавилось, чтобы разрабатывать игры быстрее, да, там и выгоднее, нам нужны
персонал, наша работа, с репутацией, с нашим увеличением нашего уровня открывается большее количество слотов под команду. И вот мы здесь нанимаем, получается, разработчики есть у нас, есть художники, геймдизайнеры и фан-работники, фан-работников точнее. Вот здесь мы их ставим. Увеличиваем уровень, когда у нас наша вот игра это разрабатывается, они получают опыт и увеличивают уровень. Все, это просто добавили еще одну дополнительную механику в виде разработки игр, чтобы там был персонал, и мы его там еще немножечко могли, этот персонал, прокачивать. Все, добавили вот эту вот единственную механику. Тапание у нас то же самое осталось, задание, все то же самое. Просто добавили поинтов дополнительных, целую тьму. И добавили вот единственную вот эту функцию, что мы теперь тут игру просто включаем, чтобы она разрабатывалась. И все. Переходим далее к следующей Hamster Fight Club. И вот он, наш Hamster Fight Club. Я думал, здесь будет что-то более такое интересное. Но игра, в которой мы почти не принимаем участие, да, никаких, от нас мало что зависит, кроме выбора снаряжения, да. Очень тяжелый геймплей в плане того, что постоянно приходится эти вещи самому одевать, продавать и тому подобное. В чем заключается наша игра? Здесь у нас битва хомяков, где мы вот просто ничего не делая, сами мы тут ничего не нажимаем, наши хомяки дерутся самостоятельно. Между собой, между игроками получается. И то это не онлайн даже. Нам рандомно подбирает просто рандомный аккаунт. То есть здесь мы не выходим, не выбираем там оппонента, не включаем, чтобы поиск оппонента, кто находится онлайн. И вот зарабатываем здесь опыт и сундуки. В сундуках у нас выпадает шмот, соответственно. У шмота есть свои определенные атрибуты. Это, давайте вот в инвентарь перейдем. Новый шмот выпал. Смотрим, что он тут. Прибавляет у нас здоровье. Прибавляет защиту, и плюшки дополнительные, такие как стан, такие как блок, уворот, критический урон, там, не знаю, комбо, и что чем-то напоминает немножечко Бомби, вот. И вот единственное, что здесь напрягает очень постоянно, что вот зашел ты, нажал кнопку байт, подождал типа поиск оппонента. Навряд ли это все, кто сидят сейчас вот онлайн. Смысл нам сидеть вот друг с другом онлайн, смотреть, как хомяки сами без нас дерутся. Я понимаю, мы бы здесь выбирали ударить там в голову, в ноги, допустим, а он куда-то ставил блоки, да, и тогда это было бы как-то поживее, что ли, и как-то пореалистичнее. А тут просто нажатием нескольких кнопок, вот видите, увеличился уровень. И все. И еще единственное, что мы тут прокачиваем, перки, наши дополнительные перки с повышением уровня. То есть, мега-мега как-то здесь, я не знаю, вот добавили, и у нас, появился новый перк. Все. В чем еще заключается суть? Вот выпал мне сундук, да, и мне приходится постоянно. То есть я перехожу, я уже не могу по картинкам ориентироваться. Здесь, кстати, тоже есть донаты. То есть мне приходится приходить постоянно в инвентарь, открывать предмет, сравнивать его, какой у меня одетый, какой у меня, допустим, сейчас выпал. Вот, допустим, у меня там Defense Max ниже становится, да, там дамаг минимальный ниже, максимальный ниже дамаг, стан у меня убирается тоже в ноль, блок убирается, вещь хуже. Я ее продаю, да, и мне приходится вот так вот постоянно делать, то есть включать, смотреть, допустим, не нравится мне вещь, продавать ее. То есть нету какого-то, не знаю, фильтра, что ли, чтобы я нажал, и мне более лучшие шмотки предлагали одевать или снимать. Или менять их, там не менять. А более хуже их просто сразу автоматически продавались бы они, что ли. Вот в этом есть большой минус. И по сути на этом геймплей все. Маркет вот здесь есть, получается. Но он пока еще закрытый, так как это тоже открытое бета-тестирование. У нас здесь есть энергия, и вот эти вот наши поинты, только я вот не могу понять, что это какой-то бутылек с чем-то, или микстура какая-то. И все, и по факту, вот ветка наших скиллов есть, наши достижения, где мы здесь зарабатываем Glory Points, достижения поинтов, которые, скорее всего, нам будут насыпать airdrop. Возможно. Пока нету никакой информации ни по поводу никаких airdropов. И вкладок, заметьте, нет еще ни в одной из игр Хамстера. Аж на приложение вылетело. Нету никаких предпосылов пока к airdropу. Единственное, что здесь тоже у нас появились донаты. Мы можем покупать какой-то вот супер эпический там сундук, плюс восстановление энергии и вот эти вот поинты наши. За звезды, опять же. Не за хомяков. Вот. Для чего нужны нам вот эти вот зеленые эликсирчики, когда мы продаем свои предметы? Чтобы улучшать те же самые предметы, вот апгрейд предмета.
Не хватает бабосиков апгрейд сделать. Давайте на чем-нибудь простеньком, там вот на этом, 280. Апгрейд предмета, если мы нажмем, да, он, видите, увеличивает нам наши просто показатели. Пока вот так вот. Что я думаю по поводу всего этого, вот этой хомяковской темы. Ай, очень тяжело, очень тяжело. В том, что сейчас они вот раскинули все это еще на 3 бота, Telegram-бота. И теперь еще больше нужно тратить времени. А стоит ли его тратить на вот этого Telegram-бота, я пока не знаю. Пока я нахожусь в раздумье, буду ли я играть или нет. Через пару дней, если начну выкладывать комбо всякие там, да, и тому подобное, значит, я все-таки продолжаю в нее играть и буду пытаться там дойти до все-таки какого-то аирдропа. Монет у меня, по крайней мере, есть. Если что, сюда там, типа, донатить. Вот. Заносить деньги именно я сюда в хомяка не буду. Нет у меня пока надежды вообще на все эти тапалки. Не хочу сюда сейчас ни в какие вообще донатить тапалки, потому что разочаровывают они меня очень сильно. И вам крайне не советую заходить в подобные проекты, тем более хомяк уже, не знаю, лучше уже, мне кажется, не будет. Вот. Не вносите сюда донаты, не тратьте свои деньги, потому что, ну все, мне кажется, загибается у нас эра тапалок. Сейчас ждем павс, ждем тапс и будем смотреть вообще, что будет происходить. Если все-таки у нас павс на Солане, да, раздаст, то будет замечательно. Ну, раздаст хорошо. Если TapSwap все-таки раздаст нормально, ну, цену сделает токена своего нормально, то тоже замечательно. Будем продолжать. А если нет, то значит все, хана нашим тапалкам, все скамятся. И давайте будем завязывать с этими темами. Ну а пока еще играем, пока еще есть что снимать. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.